выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада и его брата в рамках дела о применении химического оружия против мирного населения в 2013 году. Это первый международный ордер на арест сирийского диктатора и первый по делу о применении химического оружия сирийским режимом. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Израильские военные нашли доказательства того, что Хамас разместил в больнице командный пункт. В госпитале мы обнаружили оружие, разведывательные данные, военную технику и военное оборудование. Пожары и взрывы на территории воинской части Волгоградской области. Огонь потушили, к утру проводили эвакуацию ближайшего поселка. Власти отмалчиваются, но есть информация об эвакуации 630 человек. Количество погибших от удара по многоэтажке в Селидово возросло, а российские военные изменили тактику ударов. Тривоги в Україні длятся дольше. Ворог розуміє, що Україна, зрештою, відчуває, скажімо так, м'яко незручності, коли ці міги злітають. Друзья, для начала о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. У израильского командования есть железные доказательства того, что боевики группировки Хамас устроили под зданиями больницы Аль-Шифа подпольный штаб с разветвленной сетью туннелей и бункеров. Армия обороны Израиля обнародовала фотографии и видеозаписи оружия и других предметов, которые принадлежат боевикам. Военнослужащие элитного подразделения Цахал обнаружили склад в центре магнитно-резонансной томографии больницы. Силы Цахала продолжают целенаправленную операцию в больнице Шифа. Мы начали эту операцию вчера вечером в месте, где, как мы знали, из разведданных находилась террористическая инфраструктура. И сейчас мы углубляем операцию. В госпитале мы обнаружили оружие, разведывательные данные, военную технику и военное оборудование. Кроме того, мы обнаружили оперативный командный центр и технологические средства, принадлежащие Хамас. Эти технологии и материалы были переданы в разведку для проверки и изучения. Наши силы продолжают целенаправленно действовать внутри больницы, основываясь на данных разведки, чтобы выявить и ликвидировать террористическую деятельность боевиков. Совет Безопасности ООН призывает к срочному введению гуманитарных пауз и расширению коридоров на всей территории сектора Газа. Там приняли резолюцию, которая предписывает обеспечить полный, быстрый и безопасный гуманитарный доступ в Газу, а также освободить всех заложников. Резолюция призвана дать надежду в эти сложные времена. Она должна обеспечить передышку от нынешнего кошмара в Газе и дать надежду семьям всех жертв. Особое внимание в нем уделено судьбе детей, оказавшихся в анклаве, и тех, кто находится в заложниках. В течение последней недели мы провели широкие консультации с членами Совета, заинтересованными сторонами, странами региона и гуманитарными организациями. Мы сделали это в попытке выработать сбалансированный и оперативный текст. Впрочем, Совет Безопасности не осудил зверское вторжение Хамас в Израиль, поэтому посол Израиля заявил, что они будут игнорировать этот документ. К сожалению, эта резолюция остается без внимания, когда речь заходит о Хамас и других террористических организациях. 7 октября террористы Хамаса начали варварское вторжение в Израиль, убивая, насилуя и жестоко расправляясь с невинными мирными жителями. Прошло почти 6 недель. Совет собирался по этому вопросу почти 10 раз, но так и не смог осудить кровавую расправу Хамаса 7 октября. Резолюция посвящена исключительно гуманитарной ситуации в Газе. В ней ничего не говорится о том, что привело к ней. Джо Байден призвал Си Цзиньпина воздержаться от военной поддержки РФ в войне с Украиной. Встреча века, первая за несколько лет, завершилась в Сан-Франциско. Байден считает, что это была одна из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий. Си Цзиньпин в ответ заявил, что считает двусторонние отношения США и КНР самыми важными во всем мире. Лидер Китая также отметил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран.
As you know, I just concluded several hours the meetings with President Xi. Мы с президентом Си обменялись мнениями по целому ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ России прекратить жестокую агрессивную войну против Украины и конфликт в секторе Газа. И, как всегда, я затронул те области, в которых у Соединенных Штатов есть озабоченность действиями КНР, включая запрещенных к выезду граждан США, права человека и корректирующие действия в Южно-Китайском море. В Волгоградской области горел склад боеприпасов. Загорелась воинская часть в поселке Котлубань. Там хранили патроны для стрелкового оружия. Местные жители рассказали, что перед возгоранием слышали звук, характерный для беспилотного летательного аппарата, а затем произошел взрыв. Я проснулась в час ночи от того, что все завибрировало. Открыла окно в спальне, думала, что это гром или дождь барабанит. Открыла окно и увидела это страшное зарево. У меня муж на СВО. Я совершенно одна. Оно, все это, гремело и гремело. Никаких сирен, никакого оповещания для людей. Я смотрю потом, люди начали писать в нашей местной группе. Писали: «Бегите, кто куда может, и не ждите». Из поселка эвакуировали около 40 человек, включая 3 детей, пишет местное издание. К утру пожар потушили, однако официально российские власти не комментировали ситуацию. Власти отмалчиваются, но есть информация об эвакуации 630 человек, в том числе 379 военнослужащих. То есть, скорее всего, эвакуировали всю часть. А причиной взрыва называют беспилотник. А Котлубань до фронта больше 460 километров. Значит, дрон был крупным. То есть, если это не пожар по техническим причинам, то может указывать на новую тактику атак со стороны ВСУ. Удары по складам беспилотников дронами потенциально крайне опасны, если будут массовыми. 16 дронов и ракету сбили воздушные силы ВСУ этой ночью над Украиной. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога. Работала противовоздушная оборона, заявили в воздушных силах. Где именно упали не сбитые дроны, не уточняют. Управляемую авиационную ракету Х-59 сбили накануне вечером в Полтавской области. Наибольшее количество обстрелов за минувшие сутки зафиксировали в Запорожской области. Их было более 140. Здебільшого це удари йдуть по критичній інфраструктурі, як ви зазначили, але і по невеличким, наприклад, будівлям, навіть господарським спорудам в тому числі. Тобто говорити, що конкретно, що це було цілеспрямовано, навряд чи. Але спостерігається певна тенденція в їх діях, тому ми зважаємо, а вже ж не зважаємо на це, і розуміємо, що можливий той чи інший удар в майбутнем. Количество погибших на месте удара по многоэтажке в Селидово Донецкой области, который произошел 15 ноября, возросло. Спасатели продолжают разбирать конструкции частично разрушенной многоэтажки. Тем временем в воздушных силах Украины сообщили, что российские военные изменили тактику атак, а именно временные рамки нанесения ударов. Міг-31К, який може тривалий час знаходитись в небі, штатний час такий відпрацювання пального – це 1,5 години приблизно. Такі тривоги саме були зазвичай такими для нас звичними. Так? Ми минулі рази, коли він злітав, там кілька місяців тому, зараз ж вони відпрацьовують інколи до заправки в повітрі, що збільшує термін перебування того ж міга в повітрі. Поряд з цим я скажу, знаєте, що навіть якщо вони не будуть дозаправлятися в повітрі, він один може сісти, другий злетіти на його місце. Тому говорити про те, що це щось міняє, теж неправильно буде. Тому ворог розуміє, що Україна, зрештою, відчуває, скажімо так, м'яко незручності, так, коли ці міги злітають. Відповідно, багато державних там інституцій не може працювати, економіка, навчальні заклади, діти в школу не ходять. Тому це все накладає певний відбиток на життя українців.
Около 1300 украинских фур все еще стоят на границе в направлении пункта пропуска Ягодин со стороны Польши. Топливо у многих грузовиков уже на исходе, а у водителей заканчивается продовольствием. Сколько еще продлится блокада границы, неизвестно. По данным украинской стороны, пока нет четкой информации и от Мининфраструктуры Польши, почему блокировка со стороны польских перевозчиков продолжается. Они не пускают украинские фуры с начала ноября. В Еврокомиссии уже заявили, что Польша может быть наказана за такие действия. Об этом сообщило польское радио РМФ-ФМ. Европейская комиссия по-прежнему находится в контакте с властями обеих стран и не комментирует возможные меры, поскольку обсуждения продолжаются. Неофициально журналисту РМФ-ФМ стало известно, что рассматривается процедура нарушения законодательства ЕС в связи с нарушением польскими властями положений регламента Европейского Союза о либерализации торговли с Украиной, действие которого недавно было продлено до июня 2024 года. В настоящее время комиссия изучает правовую основу для начала процедуры. Правительство Чехии заморозило российскую государственную собственность. Таким образом, власти расширили список санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Исключением будет только здание посольства России в Праге и еще 4 объекта, которые использует российское дипломатическое ведомство. Под заморозку, в частности, попала компания «Госзагрансобственность». Эту структуру курирует администрация президента РФ, и она занимается менеджментом российских активов за рубежом. Компания является юридическим лицом, из которого финансируется российский режим, который убивает мирное население в Украине. Финансовые счета будут заблокированы, имущество, находящееся в кадастре недвижимости, также будет заблокировано, чтобы его нельзя было продать. После того, как правительство приняло решение, служба финансового анализа обязана действовать. Лица, арендующие здания, могут продолжать там жить. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!